Друзья, всем привет! Остается чуть больше месяца до того, как LEGO выкинет в продажу 4 новых набора из серии Техник. Совершенно очевидно, что мы увидим подробные обзоры за пару недель до 1 марта. Так что к началу продаж мы с вами будем готовы к покупке той или иной модели. Является ли ожидание наборов лучше самих наборов или нет? Мы, конечно, посмотрим. Так что же ожидается? Во-первых, миниатюрный погрузчик из 143 деталей за 10 евро. Обычно такие наборы покупают родители, когда попадают вместе с детьми в магазин, а потратить большую сумму не готовы. Ну типа на тебе, малыш, подарок и отвали. И это я знаю по своему опыту. Тут может возникнуть небольшая проблема. В этом ценовом диапазоне лучшим набором является мотоцикл 42132, который вышел в январе этого 2022 года. И на мой взгляд, мотик намного лучше этого погрузчика. Хотя, если у вас уже есть мотоцикл, то тогда погрузчик станет хорошей дешевой игрушкой. Последний раз, кстати, мы видели аналогичный погрузчик 8045 в желтом цвете в 2010 году. Кстати, с аналогичной палетой. У LEGO были и другие погрузчики, но в большем масштабе. Так что тема совершенно не новая. Ну а если вам не нравится погрузчик, то перестроив ее в B-модель, вы получите миниатюрный грузовичок, похожий на эвакуатор. Вот так вот. Второй набор – зеленый трактор John Deere 42136. Если поискать на просторах интернета, то вы без труда найдете множество самоделок трактора John Deere. Поэтому, как и случилось с джипом Wrangler, пожалуйста, не ожидайте, что John Deere превысит ваши ожидания. Как я понимаю, официальные LEGO наборы никак не могут конкурировать с качественными самоделками. При ожидаемой стоимости тракторов 30 евро, часть которой вы платите за лицензионное название, ожидать большего просто не приходится. Поэтому давайте расслабимся и просто посмотрим на этот набор глазами ребенка, которому от 8 и выше лет. В названии сказано, что этот трактор полноприводный. Ну, собственно, как и было в наборе 42122 от джипа Wrangler. Однако, учитывая миниатюрность этой модели, ожидать дифференциалов, сложного привода колес или макета двигателя нам никак не приходится. Полноприводность будет лишь в названии. Так что будем наслаждаться дизайном, ездовыми и рулевыми функциями этой модели. Кстати, рулежка будет осуществляться с помощью гнущейся рамы. Также у трактора будет прицепчик, который без сомнения добавит интерес ребенка к игре. А вот продвинутые строители могут принять челлендж и модифицировать этот трактор, поставив на него гусеницы, как на настоящих тракторах John Deere. Хотя вот играть в него ребенку будет проще с колесами. К сожалению, трактор не имеет B-модели, и это тенденция последних лет для лицензионных моделей. Так что, профессионалы, ваш выход. Постройте нам интересную B-модель. Что мы получим в этом наборе? Много зеленого цвета. Ну, например, зеленая рамка 5х7, зеленая гнутая панель 3х5х3, тракторные колеса 56 размера, которые, кстати, наконец-то установлены на трактор. Колеса, в отличие от Wrangler, имеют желтые диски. В прицепе вы также получите желтые панельки, но и немножко красных балок завесок. Итого около 350 деталей. Так что что-то найти для вашей коллекции деталей наверняка получится. Кстати, ребята, а какой другой набор, если не John Deere? За те же 30 евро можно купить оранжевую лодку, которая, кстати, не плавает. Лодка также может быть самолетом, который не летает. В этом случае для меня зеленый трактор более интересен. По крайней мере, он может перевозить грузы. А добавив 10 евро, вы можете купить более интересный экскаватор, 2 в одном. Ну а если экскаватор у вас уже есть, то вы без труда сможете модифицировать John Deere, поставив его на те же гусеницы, что и B-модель экскаватора 42121. Вот тут есть над чем подумать. Третий набор предлагает больше игровых возможностей, больше деталей, и, соответственно, большую стоимость. Тут уже поинтересней. Вы получите не 4, а целых 6 колес. Если у вас уже есть Jeep Wrangler, то колес у вас станет, соответственно, 10, что позволит вам реально самодельничать и строить что-то длинное на 10 колесах. Этот набор не лицензионный, но подобные шестиколесные транспортные средства я видел, например, на горнолыжных трассах, так как он более устойчив благодаря длинной базе и не опрокидывается назад при подъеме в гору. Ну и, конечно, 6х6 ему в этом помогает. Модель будет большой, 6 колес все-таки. И так как стоить она будет на 50% дороже, чем тот же Wrangler, то ожидать мы должны большей функциональности и лучшей детализации. Хотя, возможно, LEGO компенсирует все это наличием бревна и пилы в наборе. Я, конечно, шучу, ребят, но никогда не знаешь. По функциям здесь будет двухцилиндровый двигатель, откидывающийся кузов,
артикулированная подвеска с мягкими амортизаторами, мосты, шестеренки и прочие механизмы, такие как лебедка спереди. Я могу лишь спекулировать, но надеюсь, что реализованная модель будет гораздо лучше, чем Wrangler. Набор будет стоить 75 евро и иметь 764 детали. Дорого? Да, но что делать? По цене набор займет нишу между совсем не новым мотоциклом Ducati, который стоит 60 евро, и новым Бэтмобилем, или, например, старым Dodge Charger, оба которые стоят по 100 евро. То есть конкурировать в этом ценовом диапазоне квадрику не с кем. И это может осложнить, а может наоборот облегчить ваш выбор. Последний, четвертый набор этой весны – это моторизированное гусеничное транспортное средство с функцией переворачивания. Причем с обеих сторон вид у него будет разный. То есть получаем два вида в одной игрушке. Это как поворотная голова на мини-фигурках. Прикольно? Прикольно. Возбуждает ли меня этот набор? Неа. Я не любитель гусеничной техники. Но хотя у меня есть набор 42095 и даже более старый 42065. А вот если вам нужен ресурсник гусениц, катков и новый Control Plus электрики с двумя моторами, то вот, пожалуйста. То есть как ресурсник он наверняка более ценен, чем как игрушка. 130 евро за 772 детали. И вот такой вот говняный дизайн, возможно, многовато. За эти деньги можно брать баги, ну или Top Gear. Обе машинки, на мой взгляд, более интересные, чем это устройство. Но решать, ребят, конечно, вам. Итак, остается совсем немного времени до выхода этих наборов. Какой набор хотели бы вы? Я свой выбор уже сделал. И обязательно поделюсь этой информацией с вами в виде обзора на моем канале. Так что оставайтесь на связи, естественно, подписавшись. И до скорой встречи. Пока-пока.